Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня приготовим торт «Птичье молоко». Этот торт был очень популярен в 70-80-х годах прошлого столетия. Рецептов торта «Птичье молоко» несколько, но сегодня я покажу вам мой любимый рецепт этого торта. Также в конце видео посчитаем себестоимость этого торта. 10 яиц категории С0, хорошо вымытых под проточной водой, разделяем на желтки и белки. Я не подвергаю белки тепловой обработке, так как промываю их. Но если вы боитесь использовать сырой белок, то можете вместо сахара добавить сахарный сироп, доведенный до 118-120 градусов. Как это делается при приготовлении белково-заварного крема. Для вашего удобства я взвесила белки. 10 белков категории С0 весят примерно 400 грамм. Белки отправляем в холодильник, они нам понадобятся чуть позже. К желткам добавляем ванилин и 150 грамм сахара. Взбиваем до густой массы. «100 грамм размягченного сливочного масла или маргарина добавляем к желткам, слегка перемешиваем миксером. Добавляем 140 грамм муки. Также добавляем чайную ложку разрыхлителя. Перемешиваем миксером. Отправляем тесто в форму. Выпекать будем при температуре 200 градусов, примерно 15-20 минут. Я выпекаю в форме диаметром 26 сантиметров. Тем временем подготовим желатин. 30 грамм желатина зальем 150-170 грамм холодной водой и оставим для набухания. Время для набухания смотрите в инструкции на пачке желатина. Я обычно это делаю заранее, поэтому на время не смотрю. Проверяем готовность бисквита. Я проверяю с помощью китайской палочки. Если она сухая, значит бисквит готов. Отправляем готовый бисквит охлаждаться на несколько часов. Пока бисквит охлаждается, подготовим масло со сгущенным молоком. В чашку отправляю пачку сливочного масла 180 грамм и 250 грамм сгущенного молока. Слегка перемешиваем миксером. Взбивать до пышности не обязательно. Масса должна остаться жидкой. Если масса будет плотной, хорошо взбитой, то ее будет очень сложно перемешать со взбитым белком. Поэтому, если у вас все-таки получилась плотная масса, то перед тем, как вводить ее в белки, нужно отправить в микроволновку, чтобы масса слегка подтаяла. Отправляем белки в чашу миксера. Добавляем 1/3 чайной ложки лимонки и немного ванилина. Взбиваем белки на высокой скорости миксера до пышной пены. Стакан сахара 230 грамм делим на 2 части. Половину стакана отправляем к желатину, перемешиваем и отправляем в микроволновку на 30 секунд. Достаем из микроволновки, еще раз перемешиваем и отправляем еще раз на 30 секунд. Сахар должен полностью раствориться. Температура растопленного желатина не должна превышать 60 градусов. Растопленный желатин отставляем в сторонку. Он нам понадобится чуть позже.
Во взбившиеся белки отправляем оставшуюся половину стакана сахара и взбиваем до его полного растворения. Пока белки взбиваются, подготовим бисквит. Разрежем его на 2 части. Я привыкла разрезать с помощью нитки. Некоторые разрезают с помощью лески. Нижнюю часть бисквита отправляем назад в разъемную форму, в которой мы выпекали. Отрезаем нужную длину ацетатной пленки и помещаем ее вовнутрь формы. На время скрепляем малярным скотчем. Белки хорошо взбились. Отправляем к ним тонкой струйкой желатин. Взбиваем примерно 1-2 минуты. После этого частями добавляем масло со сгущенным молоком и перемешиваем. После добавления масла со сгущенкой белки не должны быть пышными, так как потом будет сложно разровнять верх торта. Переворачиваем верхний корж и слегка углубляем его в суфле. Выливаем оставшееся суфле. Убираем малярный скотч и отправляем в холодильник минимум на 3 часа, лучше на ночь. Приготовим шоколадную глазурь. В 250 грамм сливок жирностью 33% добавляем 30 грамм сахара и отправляем в микроволновку подогреваться короткими импульсами, примерно до 70 градусов. Также это можно сделать на водяной бане. Отправляем в горячие сливки 150-160 грамм шоколада. Я использую горький. Оставляем примерно на 10 минут и перемешиваем венчиком в однородную массу. Также по желанию можете добавить 30 грамм сливочного масла. Для того, чтобы шоколад хорошо растекся и не растопил суфле, нам нужно охладить его примерно до 30 градусов. Достаем торт из холодильника. Сначала перенесем его с помощью лопатки на подложку и только потом снимем ацетатную пленку. Остывшую шоколадную глазурь выливаем на торт и слегка разравниваем. Вот столько глазури у меня осталось. Если у вас нет сливок, то вы можете сделать отличную шоколадную глазурь с водой или молоком. Ссылку на видео, как сделать такую глазурь, оставлю в описании под роликом. Отправляем торт в холодильник примерно на 1 час. Сейчас хочу показать вам, какой торт получился в разрезе. Торт получается в меру сладкий, очень нежный и вкусный. На наш взгляд, этот бисквит получается самый вкусный среди других бисквитов. Консистенция суфле равномерная, без комочков. Торт получился примерно 2 килограмма 200 грамм.
Теперь посчитаем себестоимость этого торта. 10 яиц 80 рублей, сахар 150 грамм 230 и 30 грамм это 410 грамм примерно 25 рублей, 100 грамм масла или маргарина примерно 50-70 рублей, стакан муки 10 рублей, ванилин и разрыхлитель 5 рублей, желатин 30 грамм 50-150 рублей, зависит от производителя. Сливочное масло 180 грамм 150 рублей, сгущенное молоко 250 грамм 100 рублей, сливки 33% 250 грамм 100 рублей, шоколад 160 грамм 100 рублей, итого 790 рублей. Себестоимость торта 2 килограмма 200 грамм округлим до 1000 рублей за расходы на воду, электричество, амортизацию техники и тому подобное. Также, если вы будете делать шоколадную глазурь не с помощью сливок, а с помощью воды или молока, то это будет еще дешевле. А продать такой торт вы сможете за 1800 рублей. Друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!